Да, это не зенитка, это была совершенно не зенитка. Мне отправить 500 рублей тебе или 1000 другому? Мне кажется, это все зависит от вас. Почему вы меня об этом спрашиваете? Если вы кому-то хотите отправить 1000 рублей, сделайте это. Мне, ну, знаете, я не голодаю. Спасибо, конечно, за предложение, но, по-моему, здраво, если кто-то получит 1000. Зачем уменьшать сумму, да? Когда можно взять и кому-то 1000 получить. А я не пропаду без этих 500. Но спасибо за поддержку. Видите, вы в любом случае, пока донаты писали, уже поддержали. Копейкой. Даже не копейкой. Рублем. Великим нашим обесценившимся рублем. Забайтил. Не, я реально не понял. А что если я отвечу, а потом надо мной будут кекать? В плане того, что это 1000, не знаю, пинков. То есть я кому-то хуже сделал. Я не хочу никому другому хуже делать. Перемен. Опять. Опять перемен требуем. Ну все, требуем перемен. Сейчас вот чисто пальчики разомну в этой катке и пойдем аукционить. Короче, пока играю, рассказываю, да, для тех, кто не знает, как работает аукцион. Ох, пошли. Ой-ой-ой, а что за лаги? Что за лаги такие, парка? Там был танк, да? Привет. Здорово. 1000 рублей тебе или 2000 рублей другому? 1000 мне или 2 другому? Слушай, ну... Да не, наверное, 2 другому. Пускай кто-то порадуется кэшу. Я надеюсь, что это... Знаешь, эта раздача, она... раскрутится до какого-то более такого звонкого числа, поэтому 2 другому. Спасибо за 10 большой, испанский. Спасибо. Но 2 другому, реально. Я не бедствую, вот, с голода не умираю, так что 2 другому. Это не он стрелял, там другой был. Привет. 2000 тебе или 4000 другому? Не понял вопроса. В смысле, задонатить хочешь 2000 мне или 4000 другому? Или что? Или в чем вопрос? Мне без разницы. Смотри сам. Плачу 2000 рублей тебе и сейчас. Или отправляю 4000 другому. Плачу 2000 рублей тебе и сейчас или отправлю 4000 другому. Ну, смотря кому. Не знаю, ну другому отправь, как хочешь. Звучит как угроза. Да. Вопрос, что я должен был сделать за эти 2000. Да я просто не знаю, что меня ждет за эти 2000. Блять. Вдруг там какой-нибудь ХСТВЛ, блять, или бульдог срака загорит. Если это социальный эксперимент, то просто другому отправь. Кому-то, не знаю, какому-то начинающему. Кому прям поддержка нужна. Может, он на что-то собирает там, не знаю. Может, контент делает какой. Либо болеет, не знаю. Мы ж танкисты такие, во всем подвох ищем. Я свои 2000 отстрадаю в Артанделе, не переживай. И тут КВТшки, я не знаю, как играть. Они со всех сторон на нормальных танках прут и давят, и рвут. А у меня совки в команде. Какие нахрен совки? Против меня идите играйте. Что мне делать на этой залупе?
Что делать? Я БМП другую пробить не могу. Другую БМП не могу пробить. Вы чё? Вопрос. 4000 тебе или 8000 другому? 4000 тебе или 8000 другому? В смысле? Не понял. Это типа как социальный эксперимент? Давай я тебе отвечу так, испанский летчик. Я случайно резнулся. Я завтыкал. Блин, пацаны. Я не вышел и завтыкал. Ну, это не считается смерть. Я тебе скажу так. Ты ставишь меня... Не, давай так. Я в таком положении, что я не нуждаюсь, типа. И сколько бы ты ни сказал, наверное, но мне бы пришлось ответить, что другому. Ну, потому что я не нуждаюсь. Это, я так понимаю, как социальный эксперимент, да, какой-то в ТикТоках? И сколько бы ты ни сказал, я бы сказал другому, потому что, ну, по факту я не нуждаюсь, у меня норм всё. Поэтому, ну, другому, наверное. Если это... Если я правильно понял, то другому. Если неправильно понял, то скажи, чё, о чем речь. Если это социальный эксперимент из ТикТок, то... Не, наверное, налево. Я понял. Спасибо. Тебе спасибо. Видимо, я правильно понял. Это какие-то социальные эксперименты в Архангеле. Лучше бы он танковал. Я не хочу это обсуждать, потому что обсуждение пойдет не в ту сторону, в которую бы я хотел. Вопрос чату. Почему Гайджин Entertainment, а-ля Жижа Entertainment, не может повысить броню Т-72 в Турмсти до уровня Т-72Б? Вопрос. Логичный очень. Ну, типа в танках же повышают ТТХ танком, да? А почему в тундре-то повысить не могут? Это же логично было бы повысить, правильно? Очень логично. Короче, рассинхрон пулемета и пушки охуенен. Я отдельно выбрал пулемет, ждал, пока у меня повернется башня, и параллельно ему поворачивался еще и пулемет с упреждением направо, потому что он компенсировал поворот башни налево. Нет, 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 вы не понимаете вопрос человека. Почему Турмсу не могут повысить броню до уровня Т-72Б? Ведь в танках же танкам ХП, броню, сведения апают, а в тундре не могут. Почему? Почему глупые Жижа Entertainment эти не могут? Привет. 8000 тебе или 16000 другому? Привет, испанский летчик. Я не совсем понял, что это. Это типа ты ходишь по стримам, спрашиваешь у стримеров, нужно ли им задонатить или другому задонатить больше или что? Я не понимаю. Ты уточни. Я просто... То, что ты написал, это мне напоминает, знаешь, что эти видосики из ТикТока, из шортсов или так далее, где подходит какой-то чувак на улице к рандомному человеку и говорит там: сделай вот это, я тебе дам вот это, или же там double to next, если они говорят, или увеличиваешь в 2 раза другому, типа там, вот тебе туалетная бумага, возьми эту туалетную бумагу, рулон, или 2 туалетных рулона следующему человеку. Но если ты мне предлагаешь деньги, давай деньги, что? Все так. Все так. Ну а другой это кто? Если это будет там Чмоня, допустим, то я против, давай мне. А если будет, допустим, Сергей Сергеевич, вот если он стримит, к примеру, и ты пойдешь к нему, да, то ему, наверное, можно задонатить. Why not? Я просто не знаю, к кому ты пойдешь, потому что есть хорошие люди, а есть не очень хорошие люди. Вот если ты пойдешь и Сергею Сергеевичу задонатишь 16к, как ты говоришь, то ты можешь ему задонатить. А если пойдешь к Чмоне, то я, разумеется, против. Ему и так донатить. Отдай мне тогда деньги. Он.
Я просто не знаю, кто стримит. Я ж не смотрю, кто стримит. А, Чмони уже отправил дальше. А к кому ты пойдешь, ты хоть скажи примерно. Вот, к примеру, Айсав Юрановей стримит. Вот он у нас был летчиком в КПД. К примеру, вот... он наше пиво учил на летке летать. Вот если ты к нему пойдешь, тоже не против. Можешь к нему пойти. Чё это? Бля, по мне спайк кинули. Вот он канул печально. Сейчас нет, но я его знаю. Ну, я говорю, если ты пойдешь к какому-то зарплатнику, то давай мне тогда лучше. Я приму, мне деньги нужны. Мне на переезд же нужны, видишь. К зарплатнику, не знаю. Я против. Давай мне деньги, я жадная сука. Ну, я ж не на зарплате, поэтому как бы я... К любым деньгам жадная сука. Хотя мне там еще рекламу, кстати, предложили одну. Надо будет ответить чувакам. Итого твое решение. Мое решение исходит из того, что ты ходишь по стримам и задаешь людям вопрос, кому дать деньги. Я не знаю, кому ты пойдешь, да. Поэтому, раз ты пришел ко мне, то я говорю, давай мне. А что взамен-то ты требовать-то будешь? Просто вот в этом вопрос. Просто так? Ну, просто так давай мне. Я ж не зарплатник. Я и так с людей бабки собираю. Жесть, что это? Как же этот вилка станкует? Лови. Спасибо, испанский летчик, спасибо. Жестко. Если бы ты пошел к Сергею Сергеевичу, я бы сказал, чтобы ты Сергею Сергеевичу задонатил, потому что, ну, челик хорош. Или Савру Юрановой, спасибо. А так как ряд зарплатников меня откровенно хуесосят, да, то, соответственно, я ж не знаю. Ты, видимо, всех знаешь просто стримеров по Вартундеру. Поэтому ты у всех спрашиваешь мнение. Поэтому мое отношение, да, что зарплатники нахуй, им и так улитка платит. А независимых каких-то, у которых там чисто партнерка в виде этого выдачи техники, то им можно. То есть Сергей Сергеевич, он Асав Юрановой и так далее, и так далее. То есть таким надо, таких поддерживать людей тоже нужно. Спасибо большое. Клево играю от кемперских позиций. Клево идет игра целых 5 минут. Но я душню, потому что человек пришел ко мне, он предлагает деньги. И если просто есть вариант отдать больше в 2 раза более толковому человеку, чем какой-то тундровский зарплатник, я скорее приму эту позицию, я же говорю. Это не душнилово, это логическое рассуждение. Поэтому я не то чтобы задушнил. Я просто рассудил с точки зрения здравого человека. Если есть человек, который уже жирует, зачем еще ему дополнительно деньги? А если есть человек, который не жирует, и который, к примеру, меньше, чем я, да, то лучше его как бы поддержать. Это просто логично, вот и все. Егорчик, точнее Еголчик ты хотел сказать. Но Еголчик, он там редко стримит, кстати. Он ничем не занимается. Но испанского летчику, да, спасибо. А ты не против, если я использую кусок из твоего стрима в своем видео? Я никогда ничего не запрещаю использовать из своего контента. Я страйки не кидаю, в отличие от некоторых персонажей. Даже если в этих вырезках какая-то негативная информация обо мне.